28 числа в пятницу была добита газоизмерительная станция Суджа. На твой взгляд, зачем это было сделано, когда там и так уже все было выгоревшее? Мы с тобой говорили о том, что горит украинский газ, но, я так понимаю, решили эту бедную станцию сравнять вообще с землей. Ну, к сожалению, мое личное мнение, такое впечатление, что уже и киевские власти не до конца контролируют то, что у них делается на линии боевого соприкосновения, потому что вот этот удар по Судже не имеет никакого смысла, кроме одного. Уходя, все взорви, сожги и уничтожь. То есть, на мой взгляд, это уже не то, что неподчинение каким-то международным договоренностям, это уже внутри себя. Каждый делает, что хочет, и, к сожалению, фильм «Свадьба в Малиновке» все больше похож на документальный для этой территории. Абсолютно бессмысленный поступок. Договор прерван. Эта станция никому не нужна, собственно говоря, пока не начнутся какие-нибудь переговоры о возобновлении поставок, но это в ближайшее время точно невозможно. Абсолютно бессмысленный поступок, но, собственно говоря, этих поступков становится все больше. То очередной налет на систему КТК, поставок газа с стороны Каспийского моря, то вот здесь, то удары по линиям электропередач, и люди сидят без электроэнергии. Понятно, что никаких договоренностей никто выполнять не собирается, и, на мой взгляд, вот эти надежды, что если начались прямые контакты с Соединенными Штатами, это значит, что напряженность снизилась. Ничего не снизилось. Ну, давайте на факты смотреть. Была какая-то договоренность об энергетическом перемирии. Не соблюдается. Поставки оружия продолжаются. Кто-то из американских политиков, достаточно серьезных, честно признался, что это наша прокси-война. Вы страна конфликта, собственно говоря. Вы его не можете остановить, у вас вообще уже непонятно, что происходит. Я надеюсь, что то, что уже говорило и наше Министерство иностранных дел, и пресс-секретарь президента о том, что перемирие со стороны киевского режима нарушено, значит, у нас руки развязаны. Другого языка, похоже, в Киеве никто не понимает. Только один. Метод кнута и пряника. Пряник кончился. Ну, к газовой теме мы с тобой еще вернемся. А сейчас я тебе предлагаю продолжить, наверное, тоже одним из острых вопросов. Опять звучит тема Запорожской атомной электростанции. Здесь уже ряд украинских и европейских СМИ дали такой, не знаю, комментарий, либо такую версию, что Запорожская станция не сможет работать на полную мощность без каких-то технических ресурсов, которые находятся на территории Украины. Ну и делается вывод о том, что станцию надо отдать под управление Энергоатомом. Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это уже ненаучной фантастикой. Я так понимаю, он интеллигентный человек, очень вежливо высказался, да, он сказал, что станция находится на территории России и, соответственно, будет работать под российскими... Там работают российские специалисты, будут работать под российским контролем. Но вот эта вся ситуация вокруг передачи США, управления всеми атомными станциями. Потом Зеленский говорит, что нет, только речь шла как раз о Запорожской станции. Это очередной какой-то информационный шум или это вот чисто такой простой вопрос, какие там технологические мощности на украинской стороне есть, без которых ЗАЭС не сможет работать? Да нет там ничего. На самом деле, ну что такое Запорожская атомная электростанция? 6 реакторов ВВР-1000. Разумеется, это советско-российский дизайн, шестигранные тепловыделяющие сборки. Разумеется, это топливо, которое традиционно поступало от Росатома. Разумеется, это специалисты, которые готовили в российских ядерных вузах. И сейчас, да, в режиме вахтового метода, но станция продолжает работать, не вырабатывая электроэнергию. Тем не менее, все необходимые по техническим регламентам работы там выполняются. Передавать из рук в руки, чего ради. Если говорить о том, какое значение имела 6 гигаватт, крупнейшая атомная электростанция для объединенной энергосистемы Украины, понятно, это почти 25% установленной мощности, с учетом того, сколько вырабатывает, да, конечно, обидно. Ну, хорошо. Но есть Конституция Российской Федерации, наша атомная электростанция, и что с ней будем делать, как ее использовать, будет решать отнюдь не кто-то в Киеве или не кто-то откуда-то со стороны. Какие технические возможности, о чем говорит господин Зеленский, мне вообще не понять. Что он, конечно, большой специалист по атомной энергетике, но, видимо, настолько глубокий, что ни руководитель Росатома не понимает, что он там выдал на гора,
Если говорить о чисто технических вещах, я так немножко напомню, то наверняка 6 реакторов – это много. Какая у кого судьба. Строили их, начиная с 1984 года. Друг за другом вводили в эксплуатацию, кроме шестого. Шестой пришелся на период строительства шестого реактора, пришлось на период распада Советского Союза. И вместо того, чтобы по плану закончить его в 90-м году, все снеслось на 95-й. Но заканчивали его совместными усилиями «Энергоатом» со стороны Украины. И тогда «Минатом», «Росатом» был создан в 2007 году. Закончили, все было уверенно введено. У них заканчивались сроки эксплуатации, соответствующие работы были проведены для того, чтобы продлить работу всего оборудования. Это такое серьезное, на самом деле, мероприятие. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Тем не менее, если говорить о том, что ждет в ближайшее, то блок номер 2, даже после того, как была продлена его эксплуатация в 2015 году, в 2026 году, в следующем году его необходимо либо еще раз продлевать, либо выводить из эксплуатации. И дальше друг за другом, 3-й, 4-й, 27-й год, 28-й, проблемы будут. Но это проблемы те, которые Росатом умеет решать. Если говорить о том, как продлевать, самая большая проблема – это несменяемое оборудование. Корпус реактора поменять нельзя. Есть технология отжига, накапливается усталость металла, металл находится в постоянном плотном потоке нейтронов. Вот как это убрать, знает только Росатом, патент у него. Соответственно, либо мы этим занимаемся, но для этого надо, чтобы линия боевого соприкосновения с личностями, подобными Зеленскому, находилась как можно дальше, чтобы никто не мешал. Потому что Запорожская атомная электростанция, к сожалению, видела все. И артиллерийские обстрелы, и какие-то ракетные, и дроны летели, и диверсионные группы были. Вот все это точно никому не надо. Дополнительные проблемы, которые были созданы творческими руководителями Энергоатома и государственного регулятора, это топливо Вестингаус. Напомню, что первая попытка была в 2012 году. Топливо оказалось некондиционным. Производится в Швеции, там один из заводов, принадлежащих Вестингаузу. В 2015 году, как уверяет Энергоатом, начались снова тестовые проверки и благополучно завершились в 2019 году. 42 сборки из Швеции привезли, посмотрели, как работает, все в порядке, добавили перегрузочную машину. Что такое ТВС? Это, грубо говоря, вот длинные трубки, которые висят, захват сверху, немножко другая система, другая перегрузочная машина, все доставлено. На день сегодняшний топливо от Вестингауза стоит в блоках 1, 3, 4 и 5. Почему так сказать сложно? Как есть. С 22 года холодная остановка, так называемая, то есть циркулирует вода для того, чтобы снимать всю излишнюю температуру, пока идут всевозможные радиоактивные процессы, там распадаются осколки деления, выделяют тепло и так далее, и так далее. С этим тоже, конечно, предстоит как-то сражаться, потому что про это вот топливо мы ничего не знаем, нам никто его не рассказывал, не показывал, результаты работы в активной зоне, результаты постреакторных исследований никто не показывал, то есть это тоже дополнительная работа, тоже. Росатом об этом не говорит, но понятно, что впереди работа будет. Не совсем очевидно, что делать с сухим хранилищем облученного ядерного топлива, которое на территории Запорожской АЭС есть. Построено американскими специалистами. Тут политика политикой, но Холтек, который это сделал, действительно хорошо известная в атомном мире компания. Она как раз занимается тем, что связано с хранением топлива, транспортно-упаковочные контейнеры, комплексы, это тоже их работа. То есть, такая хорошая, качественная работа. Но, тем не менее, напомню, что эту площадку для сухого хранения, то есть топливо вертикально расположено, помещено в специальные пеналы. Почему вертикально? Чтобы для дальнейшего охлаждения, понятно, что вот после 5 лет выдержки основная
проблема как бы решена, но радиоактивные распады продолжаются, значит, надо продолжать охлаждать, чтобы никаких проблем не было. И достаточно такое красивое инженерное решение. Не требуется подача воздуха, циркулирования воды. Самая обычная тяга. Дырочка сверху, крыши у этого сухого хранилища не было, как раз для того, чтобы была хорошая тяга. Вот все красиво. Рассчитано это хранилище на 50 лет. То есть за это время тоже предстоит придумать, как перерабатывать облученное ядерное топливо от Вестингауза. Что касается распределения электроэнергии, если все будет идти штатно, если все 6 реакторов вернутся в работу, но для этого тоже будут и наверняка наблюдательная миссия от МАГАТЭ, хватит ли воды, поскольку разрушена плотина, исчезла гидроэлектростанция. Какие решения здесь будут принимать, пока режим холодного останова электроэнергии не вырабатывается? Нужен один объем воды. Если не начинают работать, нужно будет больше. Это или артезианские скважины, или какие-то решения будут по реке приниматься. Может быть, какая-то, если не электростанция, то дамба как раз вот для водообращения. Тоже такой вопрос. Если вспоминать, как работала Запорожская атомная электростанция до всех событий, именно она обеспечивала электроэнергией Крым до 2014 года, обеспечивала Херсонскую и Запорожскую области, часть входила на запад. Но теперь, если говорить о том, что происходит с энергетическим хозяйством наших традиционных территорий, наверное, это самое правильное название, норовят новыми назвать, они традиционные вполне. Допустим, в Донецкой области на освобожденной территории 6 электростанций, работают 2. Остальные, там комиссии, конечно, работают, но, судя по всему, восстановлению просто не подлежат, потому что все разрушено, украинские энергетики все, что могли с собой, эвакуировали куда-то туда, на запад. Соответственно, возникает вопрос, сколько электроэнергии можно будет получать от Запорожской атомной электростанции, просто при помощи другого калькулятора высчитывать, либо восстанавливать угольные электростанции там же, где они были, или там плюс-минус, либо электроэнергию получать от Запорожской атомной электростанции, тогда только тепло, тогда не нужны будут такие мощности, а там гигаваттные угольные электростанции были, может быть, какая-то система котельных, и все будет в порядке. В первый момент. Второй момент. В 23 году начались поставки электроэнергии в Херсонскую и Запорожскую области из Крыма. Одно из первых таких серьезных вкладов Министерства энергетики – это строительство новых линий электропередач из Крыма в Херсонскую область. Прошлогоднюю проблему в объединенной энергосистеме Юга мы все помним, к сожалению, аварийное отключение. Но получалось следующее. В Крыму, да, построена новая электростанция, для самого себя ему хватает, но необходимо поставлять туда. Значит, снова был задействован энергокабель. На материковой части России электроэнергия вырабатывается, поступает в Крым, и с Крыма уходит туда. Одна из проблем, которая возникла. Объединенная энергосистема Юга резервов не имела в прошлом году, а должна иметь. Значит, не исключено, что еще какая-то часть электроэнергии Запорожской атомной электростанции после восстановления работы будет использоваться внутри России, безо всяких разговоров с панами и прочими мистерами. У нас свои заботы, нам есть чем заниматься. Так что будем внимательно смотреть, что происходит на Запорожской атомной электростанции, но всем сотрудникам и всем нам желаю, чтобы линия боевого соприкосновения ушла как можно дальше, потому что ожидать от этой публики, которые норовят все взорвать, сжечь, заминировать. Вот такая. Как я и говорил, вернемся к газовой тематике. Большие друзья киевского режима, Болгария. Известные торговцы корпусами атомных реакторов. Вот в лице их главы Минэнерго рассказали о том, что Болгария собирается расширять так называемый внутренний газовый коридор, потому что перестал идти транзит российского газа через больших братьев Украину. И вот они договариваются сейчас с Венгрией, с Молдовой, с Украиной о расширении вот этого газотранспортной какой-то системы, непонятно за какие деньги, непонятно как, что, чего, для того, чтобы увеличить мощности транзита СПГ, я так понимаю, наверное, из Греции.
Вот. Еще в прошлом году аналитики говорили о том, что при всем этом расширении российский газ, который будет идти через Трансбалканский коридор, через турецкий поток, а потом через Трансбалканский, через Турцию будет все равно дешевле, так что расширяйте, не расширяйте, это все будет, так сказать, в пользу бедных, но мы же понимаем, там об экономике речь не идет, идет речь о политике. Но, на твой взгляд, почему именно сейчас возникла эта идея у болгар? Идея у болгар, я думаю, возникла потому, что кто-нибудь пообещал профинансировать, а идея использования трансбалканского магистрального газопровода в реверсном направлении возникла в Европейском Союзе в 2021 году. То есть с того момента, как начал работать турецкий поток, поставки по трансбалканскому газопроводу «Газпромом» были прекращены, вот лежит труба в прекрасном состоянии. Никто ее не трогает, никто ее не использует. Именно тогда заговорили об этом вертикальном коридоре, о газовом коридоре север-юг, его по-разному называли. Идея совершенно замечательная. Другое дело, что имеет ли она какой-то экономический смысл, ну, это оставим на потом. Вот трансбалканский газопровод. Вот он проходил через территорию Украины, заглядывал в Молдавию, в Приднестровье, через Румынию и Болгарию, уходил в Турцию. Замечательно. Значит, как можно использовать в обратном направлении? Получаем газ в той же Греции, уже построены регистрационные терминалы, в Италии имеются, и начинаем прокачку с юга на север. Добираемся до Львовской области, где подземное хранилище газа активной мощностью более 17 миллиардов кубометров. Красиво. Доставили, и, используя все те магистральные газопроводы Уренгой, Помар и Ужгород, вот, распределяем по Европе. Мало того, если мы смотрим совсем на север, там у нас Польская республика, регистрационный терминал в Свиноujście, соединяем с тем же подземным хранилищем газа в Львовской области и получаем замечательный коридор с регулятором в виде вот этой действительно хорошей такой системы, там 3 подземных хранилища, все как бы в порядке. В прошлом году почему-то об этой идее стали забывать. Видимо, появилась информация о том, что газ на хранение закачать можно, а вот можно ли будет его выкачать? Большой вопрос. Что требуется для того, чтобы это хоть как-то работало? Ну, напомню, что сейчас Украина действительно физически получает газ из Европы. Они не послушали собственных же экспертов, не говоря уж про российских, что газа вам не хватит, надо закачивать в подземное хранилище больше. Летом прошлого года, когда цена была около $300 за 1000 кубометров, они этого не сделали. Зима была чуточку холоднее или что-то там еще не сосчитали. Сейчас они за первый квартал закупили почти 1 миллиард кубометров, но уже по другой цене. То есть газ пошел. Может быть, Болгария рассчитывает на то, что раз появился вот такой потребитель, с востока точно ничего не придет. Если мы здесь перекупим СПГ, немножечко заработаем на транзите, может быть, там еще куда-то, какие у них там деньги, леи или тоже евро, вот где-нибудь что-нибудь. То есть Болгария чувствует выручку и идет на выручку Украине. Ничего не перепутал. Можно поставлять из Греции, можно поставлять из Италии. Все это будет доходить до Баумгартена и через Словакию вливаться теперь уже на Украину. Будет ли Польша никак пока не прореагировала, я думаю, что заковыка в том, что центральный узел, вот эти подземные хранилища газа в Львовской области сейчас в эту схему не встраиваются. Неизвестно, что будет. Конечно, у нас энергетическое перемирие есть, но, судя по всему, долгим оно не окажется.